должны отдавать себе отчет в том, что на Украине произведена насильственная психокоррекция основной массы населения при помощи самых современных и самых совершенных американских медиатехнологий. Украинское население насильно погрузили самыми изуверскими методами в вымышленное информационное пространство, созданное украинскими СМИ под руководством группы американских специалистов. Притом, для того, чтобы зачистить это информационное пространство, репрессиям подверглись сотни, если не тысячи украинских журналистов и блогеров, многие из которых пропали без вести, многие из которых были убиты, посажены бессудно или неправосудно за решетку. Это первое. Второе. При помощи специально сконструированных информационных блоков, там, паттернов, мемов, была разрушена и аннигилирована вот опорная конструкция этическая в коллективном бессознательном украинской нации. Если так можно выразиться. Ну, это не совсем архетипы, но что-то подобное. Такие вещи, как традиционно веками передававшиеся по наследству, как коллективизм, как солидарность, как щедрость, как бескорыстие, как готовность прийти на помощь, готовность жертвовать собой во имя высших коллективных интересов, все это было разрушено и уничтожено специальными медиатехнологиями. Взамен же в украинское массовое подсознание был сделан вброс образа Путина. Мы должны понимать именно Путина как воплощение всемирного зла. Как там у Радищева в предисловии: чудище обла, озорно, огромно, стазевно и лаей. Вот примерно такое вот вместо архетипов традиционных было вложено в украинское бессознательное. И вот в такой ситуации украинское население, которых 40 миллионов на данный момент, не 40, теперь 30, если считать там без Донбасса и без этого, и без Крыма, проживает как бы физически в реальной реальности, но психически и ментально украинская нация, десятки миллионов граждан проживает в вымышленной реальности, созданной СМИ. В этой вымышленной реальности десятки тысяч российских спецназовцев при помощи российской бронетехники штурмуют украинскую территорию под руководством лично Путина, а доблестные украинские казаки, Семен Семенченко, Ярош и прочие отбиваются гранатами и голыми руками, останавливают танки, душат и карателей. И вот эта война — это самое высшее воплощение и радость украинской нации. Вот примерно такая сложилась ситуация. Но когда реальность вымышленная и реальность реальная встречаются в мозгах украинского гражданина, а таких миллионы, и она встречается одновременно, то начинается такое вот искрение и взрыв идиотизма массовый. Это одномоментный миллионный взрыв идиотизма. И поведение населения становится неадекватным. И вот этой вот атмосфере идиотизма и неадекватности на Украине, на Донбассе идет гражданская война. Вот все должны понимать, что украинская нация, население, или как там кому нравится называть, это стадо зомбированных идиотов в данный момент. Идиотов не в плохом смысле, а идиотов в смысле произведена над человеком лоботомия, да? Вот операция лоботомии. Человек становится тихим дураком. Там сад может убирать или дворником работать. А над украинским населением произведена операция психокоррекции, сделавшая это самое население агрессивным, злобным и идиотичным. Сегодня никто не в состоянии провести причинно-следственную связь между Майданом и катастрофой государственности украинской. В украинском понимании любая проблема – следствие агрессии Путина.
То есть Яценюк, который обещал повысить зарплату в 5 раз, а который ее снизил втрое и повысил одновременно втрое цены и курс доллара, продолжает пользоваться доверием населения, а Путин, который не имеет вообще никакого отношения к нашим проблемам или имеет там стократно какое-то меньшее, чем, например, американцы, которые поставили Украину под внешнее управление. Но любая теперь болезнь общества объясняется вторжением в наши дела Путина, и все украинцы в большинстве своем, ну не все, но в большинстве, процентов, наверное, 70, искренне верят, что если бы не вторжение российской армии, которая воюет будто бы у нас на Донбассе, мы бы уже имели зарплату европейскую и ходили все в трусиках кружевных по Европе без виз. Ну вот и попробуйте теперь экстраполировать это все на Донбасс, где идет гражданская война. С одной стороны, это правительство Украины, которое использует для подавления Донбасса армию, спецслужбы и зондеркоманды по типу там Нахтигаль в современной инкарнации, всякие карательные батальоны. Украинское правительство спонсируется американцами и Евросоюзом. С другой стороны, воюет ополчение Донбасса, которое поддерживает Россию. Вот в этой ситуации вот так мы видим, видимая часть проявлений. Но на самом деле война на Донбассе, это тоже надо отдавать себе отчет. К сожалению, украинское население этого никак не воспринимает и не в состоянии в силу вышеуказанных причин воспринимать и осознавать. Это на самом деле украинская гражданская война, это частный боевой эпизод, частное сражение более масштабной войны между Западом в лице части корпоратократии мировой и Российской Федерацией. Вот с таких позиций, если рассматривать ситуацию на Донбассе и на Украине в целом, то мы более-менее адекватно можем ситуацию описать. Ну и тем более мечтают про перемогу казаки наши, еврейские, там Порошенко, Яценюк, Гройсман, Коломойский, вся украинская верхушка. Значит, как перемогу видит Запад? Запад видит перемогу в демократизации и украинизации России. Два этапа перемоги западной. Демократизация – это поставить во главе России какого-нибудь еврейского демократа, желательно с дегенеративными пороками, ну, вроде Ходорковского или там Немцова, кого-то из этой вот такого вот типичного. Это первый этап. И второй этап – это украинизация России, в смысле перевод ее под полное внешнее управление сначала, а потом разграбление. Вот как сегодня происходит на Украине. А параллельно еще и зачистка общественного сознания от адекватности. Непонятно только, зачем Порошенко тогда твердит о беспрецедентной свободе слова в стране, как об одной из главных своих заслуг. Сегодня все вы працюєте в умовах безпрецедентных. Сегодня вы все работаете в условиях беспрецедентной свободы слова. Беспрецедентной для страны, которая ведет изнурительную войну. Свободы слова, которой у нас раньше никогда не было. Президент говорит о свободе слова, но совсем не вспоминает о громких политических убийствах журналиста и писателя Олеся Бузины и Олега Калашникова, члена партии регионов. Эти расследования – политический фарс и не ставят своей задачей установление причин убийств и убийц. Это два резонансных преступления, которые открыли многим в том так называемом западном мире, открыли глаза на суть режима, установившегося в Украине. Мінські угоди, як би хто їх не критикував, дали нам фору, дали нам час для зміцнення української обороноздатності. Вони допомогли хоча б частково подолати очевидне військово-технічне відставання від Росії. Ще не вмер